Привет, друзья! Вы на канале Карибы «Жизнь на Кипре». По многочисленным просьбам я для вас сегодня сниму репортаж про университеты на Северном Кипре. Потому что Северный Кипр славится не только недвижимостью и развитием, а также на Северном Кипре очень много хороших университетов. Я пригласила консультанта Олесю и также студенток, красавиц, которые нам дадут отзыв и дадут полную информацию про университеты на Северном Кипре. Добрый день, меня зовут Олеся, я являюсь представителем университетов на Северном Кипре. Уже более 3 лет мы привозим сюда студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Украины. Кто-то уже учится и задумывается о том, чтобы продолжить обучение в другой стране. Северный Кипр – это отличное место, где можно получить высшее образование. Не просто высшее образование, а международное. Здесь, на Северном Кипре, более 20 университетов. Есть как частные вузы, так и государственные вузы. Мы этого не скрываем. Мы сейчас не будем заниматься рекламой либо антирекламой. То есть многие не знают о том, что, поступив на Северный Кипр, у них будет возможность продолжить обучение во Франции, в Англии. Это немаловажно для наших деток, поскольку здесь, проучась 4 года либо 3 года, они могут сэкономить, их родители могут сэкономить деньги, а потом поехать продолжать обучение в Англии. То есть мы прекрасно понимаем, что в Англии образование стоит от 13 тысяч фунтов и выше. Так вот здесь эти 4 года можно сэкономить, а уже на 5-м курсе поехать и продолжать обучение непосредственно в Англии. Что немаловажно, обучение на Северном Кипре во всех университетах на английском языке. Учатся детки 4 года. 4 года они получают бакалавриат. После этого у них есть возможность 2 года, даже там год и 8 месяцев получить магистратуру. Вот. Мы привозим сюда детей на обучение по грантам. Они имеют возможность здесь учиться со скидкой от 80 до 100%. Многие об этом не знают, едут самостоятельно, подают документы, получают максимальную скидку самостоятельной подачи 50%. И думают, что это максимум, то, что они могут получить. Нет, это не так, есть и другие возможности. Поступая с нами, вы сможете сэкономить внушительную сумму денег благодаря тому, что вы будете учиться по гранту, и стоимость вашего образования будет со скидкой 100%, это $790 в год. Если это будет 80% скидка, это будет $1350 в год. В стоимость входит трансфер, административный сбор, страховка, это все входит в стоимость. Точно так же студент получает автоматически визу на год, то есть у него нет потом никаких вопросов с тем, как он здесь находится на Кипре. Он абсолютно легально находится на Кипре на основании студенческой визы. Точно так же мы помогаем нашим родителям получить ВНЖ на основании студентов, которые поступают с нами. Родители получают ВНЖ, один из родителей абсолютно бесплатно. Мы его полностью сопровождаем и помогаем ему в этом. И гарантируем то, что этот родитель получит ВНЖ здесь, на Кипре. Образование, поступление в университеты происходит 2 раза в год. Это происходит весной и осенью. В осенний семестр, как правило, поступают студенты, которые закончили 11 классов. В весенний семестр, как правило, поступают те студенты, которые решили либо перевести со своего вуза, если он учится в России, в Украине, в Казахстане. У нас есть возможность, чтобы этот студент пришел к нам учиться по переводу. Грубо говоря, он закончил 2 года в своем университете. Если его специальность, если есть такие специальности, которые есть в нашем вузе, мы сравниваем учебные планы, и есть такая возможность, чтобы они продолжали обучение здесь. То есть он закончил 2-й курс, а на 3-й курс мы готовы рассмотреть его документы здесь, продолжение образования. Олеся, расскажите, пожалуйста, какие специальности можно получить в университетах на Северном Кипре и где по этим специальностям можно работать, в каких странах, где этот диплом будет котироваться? На Северном Кипре есть очень много университетов, но немногие из них выдают дипломы именно международного образца. Так вот, как раз дипломы международного образца являются вашим, скажем так, путевкой в будущее во многих странах мира.
во многих странах Евросоюза. Поскольку если бы этот диплом не был признан, то и продолжать бы обучение наших бы детей никто не приглашал ни во Францию, ни в Англию. Этой бы возможности просто не было. Мы сотрудничаем только с теми университетами, в которых вы можете получить диплом международного образца. В наших университетах вы можете получить такие специальности, как IT-технологии, туризм, стоматология, дизайн, архитектура, бизнес и финансы, международное право. Друзья, нам Олеся дала общую консультацию по университетам. Какие университеты, какое образование можно получить, по каким специальностям, сколько стоит, сколько учиться. Сейчас я хочу на примере, на отзывах наших студентов, девушек-красавиц, чтобы они рассказали, как у них проходила эта процедура, как они вообще узнали про Северный Кипр, как они связались с людьми, которые помогли им сюда приехать и устроиться в университет. В общем, их впечатления и про остров, и про образование. Сейчас наши студентки, девушки, красавицы, Настя, ей 17 лет всего, она с Украины, и Элина, 18 лет, они поделятся с вами своим опытом. Всем здравствуйте, меня зовут Элина, и мне 18 лет. Я обучаюсь в университете «Финал» на специальности бизнес-администрирования на 2-м курсе. Элина, расскажи, пожалуйста, как ты узнала про университеты на Северном Кипре и как у тебя проходила процедура поступления? О том, что есть возможность обучаться на Северном Кипре, мы узнали совершенно случайно. Папа увидел ролик на Ютубе о опыте других студентов, как они здесь обучаются, и мы решили попытать удачу, так сказать, потому что были большие сомнения о том, смогу ли я поступить без знания английского языка, потому что он, как и у всех, был невысокий. О стоимости мы думали, это будет очень дорого, потому что есть такой стереотип, что за границей учиться намного дороже, чем в своей стране. Но мы сравнили цены и были в таком маленьком шоке, что учиться здесь намного на порядок дешевле, чем в моей стране. Первым шагом это мы нашли компанию, которая помогает студентам поступить в университеты Северного Кипра, связались с ними, оставили заявку и через некоторое время с нами связались. Для поступления на Северный Кипр мне понадобилось только 2 основных документа, это паспорт и аттестат. После того, как мы оставили заявку в компании, которая помогает поступать студентам на Северный Кипр, нам в течение 2 дней ответили, что благодаря тому, что я закончила школу с отличием, я могу обучаться в университете со 100% скидкой. Вот какие умные и красивые девушки поступают в университеты на Северном Кипре. Элина, расскажи, пожалуйста, как дальше эта процедура проходила? Как ты приехала? Вот ты приехала на остров, приземлился самолет, дальше что? По прилету меня встретили, помогли найти апартаменты, в которых я жила некоторое время, и после мы с родителями посчитали и поняли, что выгоднее купить квартиру, чем каждый месяц платить определенную сумму денег. Элина, расскажи, пожалуйста, сколько денежных средств у тебя уходит в месяц, имея собственное жилье, на жизнь на Северном Кипре? Ну, в среднем в месяц она выходит 400-500 долларов. Это с коммунальными услугами, чтобы погулять, покушать, продукт. Элина, скажи, пожалуйста, тебе нравится учиться на Северном Кипре и вообще жить? Скажи такой честный, хороший отзыв по поводу твоего университета. Исходя из моего опыта, я могу вам точно сказать, что если вы думаете, надо или не надо, надо. Мне очень нравится, что здесь не такой подход к обучению, как в странах СНГ. Здесь не дают домашнее задание, у вас есть свободное время, вы можете работать. То есть, если у вас обучение там 7 дней, нет, не 7 дней, 5 дней, да. То есть, если с 5 дней вы можете учиться 3-4 дня, это максимум, и только в первую или вторую половину дня. То есть, вторая половина дня у вас свободная, ваше свободное время, в которое вы можете работать, гулять, там, пойти на пляж. Спасибо, Элина, за отзыв. Элина учится уже 2-й год на Северном Кипре, поэтому у нее уже такой отзыв настоящий, сформированный. Но у нас сейчас есть свежий студент, который всего 1 месяц на Северном Кипре. Это Настя. Настя, расскажи, пожалуйста, твое первое впечатление о Северном Кипре, о университете, студентов. Конечно, наверное, у тебя сейчас такая адаптация, может быть скучно, может ты плачешь по ночам. Расскажи честно, как есть. Здравствуйте, меня зовут Настя. Прилетела я с Киева на Северный Кипр буквально где-то месяц назад. Пока адаптируюсь, привыкаю к этому городу, к университету, к людям, к новым знакомствам, к учебе. Насчет того, каким образом я сюда попала, моей маме посоветовали знакомые.
эту же компанию, через которую Элина поступала, так как с ней больше возможностей получить высокий процент гранта, и ты 100% в безопасных руках, тебя довезут, все сделают, и с тобой будет все хорошо. Первые недели было сложно, так как мой уровень английского не особо хороший, но достаточно нормальный. Я понимаю, что мне говорят, и меня понимают, это хорошо. Вот. Насчет людей в группе все довольно-таки общительные, с любым человеком ты можешь поговорить на любые темы, узнать о нем, он всегда тебе поможет, подскажет насчет учебы, насчет предметов. Очень важным моментом является именно то, что даже если ваш ребенок приехал и у него недостаточный уровень английского, очень часто родители и студенты переживают по этому поводу и думают, ехать нам, либо не ехать, сможем ли мы обучаться на английском, получится ли у нас это. Так вот, университеты предлагают программу по обучению английского языка. Первые 2 семестра ваши дети могут обучаться английскому языку, пойти на курс по Foundation. Это все входит в стоимость образования, в стоимость гранта. Это не стоит экстра денег, это все входит в стоимость, ту, которую вы заплатите изначально. Ваш ребенок точно так же, как и при обучении на факультете, будет ходить каждый день и учить где-то от 5 до 6 часов в день, изучать английский язык 5 дней в неделю. Этого будет достаточно для того, чтобы после первого семестра пойти на факультет. Как правило, вот Элина как раз является той студенткой, которой пришлось, несмотря на то, что у нее была аттестат с отличием, и у нее была 5 по английскому языку, немножко не дотягивала до поступления сразу на факультет. Но в течение 3 месяцев изучения английского языка она в совершенстве уже знала и могла спокойно прошла потом на факультет. Правильно, Элина? Да, вот. А сейчас Элина усовершенствует свой язык. И вот я хочу вам сказать, что очень многие люди, которые учатся в наших странах, там Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина, заканчивают с отличием. Я в том числе закончила с отличием. А языка мы и в институте учили, и мы его толком не знаем. И потом, когда нужно в этом мире где-то найти себе место для работы, для жизни, у многих завязаны руки, потому что не знают язык, не тот диплом, где работать, и они ровненько сидят в той стране, где они родились, потому что они были в той системе. Настя, на какой специальности ты учишься и вообще где ты живешь на Северном Кипре? В общежитии или в квартире? Или, может быть, ты купила личную квартиру? Я обучаюсь по специальности бизнес-туризма. Живу я в квартире, я ее снимаю. Вот с девочкой тоже с моего университета. Я снимаю в месяц за $150, не считая там коммуналки. Когда я сюда прилетела, была тут зима, было прохладно, но буквально через недельку резко потеплело, стало комфортно, но нету еще той самой жары, как тут летом. Ветерочек дует, все хорошо. Настя, расскажи, пожалуйста, а где ты кушаешь? Сама ли ты готовишь? Покупаешь ли здесь? Как тебе продукты местные наши? Вообще первые отзывы людей – это самые лучшие отзывы на самом деле. Потом привыкаешь, все стирается, потом начинаешь, это тебе не то, это не то. А я помню, приехала, мне все очень нравилось, сейчас я уже начинаю придираться. Вот, и мне нравятся отзывы людей, у которых есть что сравнить, потому что все же в сравнении познается. Насчет еды, тут продукты все вкусные, все нам знакомые, все то же самое. Нет, конечно, есть какие-то определенные, которые я первый раз встречаю, но я все пробую, мне это нравится. Продукты недорогие. Насчет того, где я кушаю либо дома, либо у нас в университете. Там довольно-таки очень огромные порции. За свою цену это просто вот так вот хватает. Ты наедаешься. Во-первых, это вкусно, во-вторых, на целый день хватает, а в-третьих, еще есть гастроном от университета. Там тоже очень вкусно. Каждый день в университете разное меню. Каждый раз там есть супы,
картошка, макарошки, все такое, как мы привыкли есть. Вот. В основном стоимость порции одной где-то 40 лир, это плюс-минус $3. Поэтому, дорогие родители, вы не переживайте, ваше чадо будет на Северном Кипре накормлено, это 100%, и приедет вот с такими щечками. Итак, спасибо, девочки, Настя, Алина, Олеся, за информацию и отзывы свои. Если вас интересует обучение на Северном Кипре, то обязательно пишите нам, мы вам дадим контакты Олеси, которая представитель компании, которая занимается обучением на Северном Кипре, и она вам ответит на все ваши остальные вопросы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. нажимайте на колокольчик, и до новых встреч на Кипре. Пока-пока!